наших соседей возникла очень плохая привычка выбрасывать своего домашнего кота Тишку в подъезд. Сначала я подумал, что они просто привыкают его гулять, но потом понял, что это наказание за какие-то проступки. Пугливый Тишка сидел у дверей несколько часов. Если он начинал мяукать или царапаться в дверь, его сразу отшлепывали метлой хозяйкой. Мне стало жалко бедного кота, и я решил наказать этих соседей. Если они проделают свой трюк еще раз, в один из дней, когда я устал и злой, в подъезде я снова встретил пушистого соседа. Он, как обычно, с грустным выражением на морде, преданно сидел у дверей хозяев и ждал прощения. Я не знаю, что он натворил, но обычно это какие-то мелочи, что-нибудь уронил или поцарапал руку, когда играл. Увидев меня, Тишка поднялся и приветливо затрепетал. Подъездная акустика только усилила этот звук, и это стало очень громко. Я не удержался и улыбнулся. Все проблемы дня как-то разом улетучились. Я взял Тишку на руки и, видя, как он трется о мой пиджак, понял, что пора дать хороший урок жестоким хозяевам питомца. Поставив ключ и открыв свою дверь, я занес Тишку внутрь своей квартиры. «Так и знала, что рано или поздно ты его принесешь сюда», — вздохнула жена, увидев меня со скотом. «Странно, что ты сама еще этого не сделала», — усмехнулся я в ответ и, разовшись, отнес бедолагу на кухню, налил ему молока и дал кусочек рыбы. Тишка с удовольствием все съел, замурчал и снова запрыгнул мне на руки. На следующий день был выходной, и я несколько часов подряд наслаждался криками соседей во дворе. Они вышли всей семьей искать пропавшего кота, звали его. По-всякому обещали ему разные вкусняшки, всяческие блага, но Тиша продолжал сидеть у меня на руках, как и сейчас сидит рядом с моим компьютером. Он не выходит из нашей квартиры, а я не спешу выдавать его обратно. Скорее всего, меня обвинят в воровстве, когда все раскроется. Возможно, удастся отделаться скандалом, но я думаю, это невысокая цена за благополучие этого ласкового и доброго кота, который просто не знает, как угодить своим хозяевам. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.